В нашей паре недопонимание. Каждый тянет одеяло на себя. Он не хочет меня понимать. Он не хочет меня слышать. Она все делает по-своему. Ей на меня плевать. Все, что я сейчас говорю, это маленькая вершина айсберга того стресса, который есть в отношениях в паре. И сегодня мы поговорим с вами о том, откуда берется этот стресс, его причины возникновения и что с этим делать. Меня зовут Диана Щербанская, и, наверное, в этой теме о стрессе во взаимоотношениях я бы главный акцент поставила вот на следующем. Слушаем. Теоретически отношения между мужчиной и женщиной – это отношения двух взрослых людей. Взрослых. Это когда я сознательно понимаю, что моя жизнь в отношениях с этим человеком, она меняется. В ней есть место для компромисса. Мне нужно учитывать не только свои желания и свои интересы, но и интересы своего партнера. И почему-то, когда мы говорим о бизнесе, это все так легко. Нет никаких проблем, когда мы понимаем, что нужно учитывать мои интересы и интересы моих клиентов, мои интересы и интересы моего шефа, мои интересы и интересы моих коллег. Здесь это взрослое поведение, когда мы думаем о том, что так я бы сделала, но это не будет в интересах компании, или это не будет в интересах моего работодателя, или вот он предлагает это, но это не будет в моих интересах, и поэтому я спокойно говорю нет. То есть в бизнесе этого стресса получается меньше, потому что в бизнесе мы очень сознательно понимаем, что это место для взрослых. Но как только мы переступаем порог своего дома и смотрим на своего партнера, в эту же секунду мы забываем, что мы взрослые люди, потому что внутри нас просыпается маленький внутренний ребенок, наше тело боли, наш травмированный ребенок, которому в детстве не хватило в семье мамы, папы, любви, взаимопонимания, не хватило поддержки, не хватило заботы. У него сплошной дефицит. И поскольку мы сказали, что мы с тобой, милый, организовали семью, пока семьи не было, внутренний ребенок курил бамбук и вообще не понимал, что происходит. Пока семьи не было, и у нас были просто отношения, просто я с ним встречаюсь, это мой бойфренд. И чем дальше эти были отношения, тем меньше было конфликтов, и тем больше был конфетно-букетный период, тем глубже были наши розовые очки. Но как только мы сказали слово «семья», как только мы на руки одели кольца и сказали теперь мы семья, в эту же секунду проснулся внутренний ребенок, который сказал: семья! Я знаю, что такое семья, сказал внутренний ребенок. Я был в семье. Меня мама не любила, папа не давал мне поддержки, меня не гладили, меня не чесали, мне не покупали это и это. И этот травмированный ребенок, что он делает? Он выставляет все свои претензии и обиды на того несчастного, кто создал с нами семью. Я шучу, что он несчастный, потому что этот несчастный сделает то же самое. Его внутренний ребенок тоже выставит свои претензии, свои придирки, свои обиды, выставит в поле семьи. И вот это то, что нас стрессует. Мы не понимаем, почему наш партнер ведет себя таким странным образом. Он ведет себя как идиот. А он ведет себя не как взрослый человек, он ведет себя как маленький обиженный мальчик. И боль в том, что мы реагируем на этого маленького обиженного мальчика, как маленькая обиженная девочка. Мы точно так же обижаемся, злимся, и вместо взрослого разговора, вместо взрослого выяснения отношений,
Вместо взрослого выяснения позиций. Я хочу это, я хочу это. Давай мы сейчас сделаем это, а это потом. Ты знаешь, сейчас это сделать совершенно невозможно. У нас на это нет времени и других ресурсов. Ты знаешь, я с тобой не согласна, время у нас вот тут вот есть, а ресурсы мы можем вот эти выделить. Нет, эти ресурсы я хотел на ремонт, не знаю, там, нашего автомобиля. Прости, я с этим не согласна. Я понимаю, что я немного утрирую, но так разговаривают взрослые люди. Вместо этого за столом переговоров в обсуждении этой темы участвуют несколько маленьких детей, мальчик и девочка. И у каждого на ту обиду и боль, которую предъявляет партнер, поднимается его обида и боль, претензии, непонимание, безысходность, уныние, злость, отторжение. Если мы посмотрим на те стрессы, с которыми мы сталкиваемся в паре, мы можем увидеть, что стресс, связанный с какой-то взрослой ситуацией, который, может быть, вызвал в первую минуту шок, но если мы остались во взрослой позиции, мы его решили, и тогда пара будет говорить, да, мы прошли через какие-то трудные времена, к примеру, там что-то в мире финансов происходит, или там пара по каким-то причинам не смогла добраться в аэропорт и вовремя уехать. И если они остались во взрослой позиции, они думают, как купить билеты или их поменять. В конце концов, они это все решат, приедут туда, куда нужно, или откажутся от поездки. Но что произойдет? Они будут об этом говорить. Да, у нас была сложная ситуация, мы с ней справились. Но если кто-то из партнеров впадает в детство, начинает кричать, обвинять другого, это из-за тебя мы опоздали в аэропорт, ты во всем виноват, я так хотела поехать на эту свадьбу, я так готовилась, я такое платье красивое себе купила, а ты во всем виноват, ты копался, ты приехал в последний момент. И вот эти обвинения, они, может быть, и правомерные, но то, с какой болью, сколько боли выливает партнер сейчас на другого партнера, эта боль не имеет отношения к этой ситуации. Это та накопившаяся боль, которую хранит в себе вот этот травмированный ребенок. И партнер чувствует себя очень уязвленным. Он чувствует себя или виноватым, или он начинает нападать на жену. В нем просыпается его боль. И здесь нет места взрослым отношениям. Здесь есть место разрыву. И вот этот стресс, который повторяется из раза в раз, приводит к тому, что пара чувствует отдаление и расходится. Если вам понравилось мое объяснение, пожалуйста, ставьте лайк. Ваши лайки очень вдохновляют меня на дальнейшее творчество. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.